Счастья! Всем счастья! Посылаю вам всем счастье! Рассмотрим неделю с 31 мая по 6 июня. И эта неделя входит в коридор затмений, в который мы все с вами попадаем. От этого сама по себе неделя интенсивная, активная, перепады, резкие перепады, какой-то аспект гармоничный, какой-то аспект антигармоничный, резко появляется другая энергия. То есть вся неделя рассчитана на трансформацию, но трансформацию энергий. Не ты, личность твоя трансформируется, как вот мы знаем, что такое трансформации бывают по Плутону. Здесь трансформация энергий. И та энергия, которая в тебе больше трансформируется, вот той энергией можно на протяжении всей этой недели заложить свое чуть-чуть, как будто заглянуть в свое вперед, чуть-чуть в свое будущее. И все зависит абсолютно от самого себя. Сатурн сделает трин с Солнцем. Сатурн сделает трин с Солнцем. И Солнце, и Сатурн – это два гиганта. Солнце – это светило, от которого все начинается. Любую карту ты рассматриваешь, начиная от Солнца. И Сатурн – это такой же учитель, это такой же мудрец, это старец, который тебя учит мудростям жизни, опыту жизненному. Поэтому они делая трин, то есть делая вот такой благоприятный аспект, гармоничный аспект, делая друг с другом, ты здесь абсолютно проявляешь энергию, ты трансформируешь энергию. И какую энергию ты выбираешь, то есть какой путь ты выбираешь, ты приблизительно сможешь. Это даже не путь, это как отвечает твои вибрации внешние, вот чему отвечают. Если по Сатурну и по Солнцу это и карьера, это и заложить успех и удачу, процветание, это выражение своей личности, это твое Юпитер, расширение твоего всего жизни, твоей жизнедеятельности, твоего понимания. Ты хочешь охватить, ты желаешь понять, ты хочешь продвинуться, ты чего-то добиваешься. И точно так же по Сатурну ты цели поставил, ты вперед идешь к этим целям, ты развиваться хочешь, ты не хочешь топтаться на месте, ты не хочешь в чем-то куда-то погрузиться и разбираться в этом, копаться, не находить никак ответа, что-то возвращаться к прошлому. Ты не хочешь. По Сатурну это всегда опыт, который ты жизненный прошел. И этим опытом или ты пользуешься. Если ты этим опытом не пользуешься, тебе его еще раз нужно будет повторить, тебе его еще раз нужно будет пройти. И вот эта энергия, которую ты сам выбираешь, то есть трансформация этих энергий, настолько гармоничный аспект, но выбор только за самим собой. То есть как ты сам захочешь, какую энергию ты захочешь выбрать. Если ты хочешь, не принимаешь никакие новшества, если ты не хочешь никак расти по карьерной лестнице, если ты не хочешь развиваться, если тебя никакой прогресс не устраивает, если ты немножко в таком состоянии остаться в прошлом, то есть вот застрять где-то, или в состоянии ты прогресса, или в состоянии принять, чему-то научиться, то есть вот что ты выбираешь. И за эту неделю ты просто сам посмотришь, вот куда тебя выведет. Всегда этому состоянию можно довериться. Вот этой энергии можно довериться, она тебя выведет. Туда, на куда ты на сегодня, на что ты способен. Эта энергия тебя может вывести. Выбор всегда за тобой. То, что ты сам выберешь. Ты за эту неделю можешь чуть-чуть предвидеть свое следующее, будущее, чуть-чуть немножко заглянуть туда. Ну и что? Венера переходит в Рак со 2 июня.
И сама Венера чувствительная, трогательная, нежная, домашняя. Романтики в Венере очень много. И очень тонкая. Немножко даже где-то сентиментальность на грани всплакнуть, как-то немножко взгрустнуть. Это свойственно, потому что переходит вот в такое состояние Венера. Абсолютная энергия там, где ты категорически не должен себя сравнивать. Венера — это всегда сравнивать. А когда она в таком расслабленно, трогательном, нежном состоянии, она такая пребывает в Раке, то здесь абсолютная ни с кем не сравнивать ситуацию свою с какой-то другой ситуацией жизненной. Свой возраст с каким-то другим возрастом, свое материальное, Венера материальное, свое материальное положение с кем-то. То есть вообще ни с чем и ни с кем себя не сравнивать. Венера ранима, уязвима, тонкая, очень реагирует на все эти вибрации. И как только что-то где-то закралось внутри, как же так, вот эта суетливость, трогательность, немножко такая заботливость чрезмерная в Раке – это эмоции. Как только чувствуете, закралось какое-то такое состояние, что вот что-то у меня не так, а вот как-то так у тех по-другому. То есть как чувствуете, что хочется что-то как-то сравнить, сразу эту энергию, конечно, переработать, убрать. Здесь никакого не может быть сравнения, потому что сразу опустится твоя что? Самооценка. Сравнение – это самооценка. Когда ты себя с кем-то сравниваешь, свою жизнь, своих детей, своих любимых, свою материальную сторону, когда ты сравниваешь, ты моментально, твоя самооценка идет вниз. И вот при положении вот такой Венеры, это тоже энергия очень здесь чувствительная. Опять-таки что? Выбор за нами. И тут же следом эта же Венера делает такой же прекрасный трин. Вот здесь она сделает с Юпитером. Со 2 числа по 6. Вот эта мягкая, трогательная, такая ранимая, романтичная Венера делает, опять же, следом делает трин. Великолепный трин делает с Юпитером. Но Венера находится в Раке. Смотрите, это да, на загадывание желания. Да, это период, когда планировать свои желания, мечтать о чем-то, думать о чем-то. И материально, и обучение, и творчество, и романтика, и влюбленности, и дети. То есть охватывает очень большую по Юпитеру. Закладывать абсолютно можно загадывать в этот период желания. Со 2 по 6. Очень красивый трин будет с Юпитером. Следующий какой будет аспект? Ну, Меркурий. Меркурий становится ретроградным и делает квадратуру к Нептуну. Вот такая легкая интригу создает Меркурий. Вот здесь по полной хочет проиграться. То ли это сплетня, то ли это правда. Ты под такой иллюзией, ты под таким сомнением. Тоже кто отвечает за это все? Только ты сам. Что ты выбираешь? То если ты выбираешь прислушаться, а не проверить, не удостовериться, а ты прислушался, отреагировал, волнительную какую-то энергию сюда пустил, еще не разобрался, все это уже процесс этот запустил. Вот это ты сам из себя вот это представляешь. Поэтому опять-таки все зависит от самого себя. Насколько ты готов в этой иллюзии пребывать. Или ты хочешь стоять прочно на земле, и сначала узнать все, проверить все, а только потом принять какие-то меры или отреагировать, или как-то выйти на разговор, или как-то написать человеку. Но после все-таки сначала, потому что квадратура – это конфликт. И Меркурий ретроградный – это уже заложено немножко конфликта. Сам по себе ретроградный Меркурий – это, прям сплетник. Такой легкий. Хочешь на это поддаться? Ой, я тебя под это зацеплю. Вот так ведет себя Меркурий. Ой, не хочешь? Ну так я тебя буду даже уважать.
но пытается, пробует, а тем более, когда делает квадратуру с Нептуном. Нептун – это всегда иллюзия, это туманность, это непонятность, это пребываешь в таком облачном состоянии. Ну, выплывет куда-то, выплывет, ну не выплывет, ну и не надо. Ну, как-то, если само по себе решится, ну тогда и решится. Вот так себя ведет. И вот они между собой конфликтуют. Поэтому тоже за кем выбор? Выбор только за самим собой. Ну и, конечно, аспект, который будет Марс делать оппозицию к Плутону. Марс делает оппозицию к Плутону. И этот аспект будет длиться с 1 по 9 число. Вот здесь вот жесткое противостояние. О чем этот аспект? В принципе, вся неделя ты справляешься, потому что выбор, в общем-то, за тобой. Здесь уже ты перед фактом. И Марс, и Плутон воины. Активны, агрессивны, требуют с тебя, спрашивают с тебя, заявляют тебе, ставят тебя в такую позицию, где держи ответ. И они между собой делают оппозицию, конфликт, серьезный конфликт. Оппозиция – это когда тянут друг на друга, между собой напрягают друг друга, каждая на себя тянет, толку от этого нет, то есть оно обязательно вспыхнет, то есть оно порвется, разорвется, трещина где-то будет, но вспышка будет. О чем эти два воина? Два воина друг другу начинают противостоять. О чем это говорит? Это говорит о том, что если разобраться, вот на нашем земном, на нашем бытовом, если разобраться, повышенная конфликтность, причем никто не хочет уступать. Никто не хочет сдавать свои позиции. И в этой стойке, в позиции в этой стоит. То есть, да, вот она, неделя, где ты выбираешь энергию, но сам вот этот вот аспект, который с 1 аж по 9 число, он и в коридоре затмений он попадает, этот аспект. Вот этот аспект, где не ты выбираешь энергию, а где ты проявишь в этом противостоянии, где ты проявишь опыт свой жизненный, опыт, который у тебя есть. Вот здесь вот полностью можно показать свой опыт. И о чем это? Появляется конфликтность на работе, в семье, в своем окружении, противоборство какое-то даже внутри себя. И здесь, смотрите, очень ответственно можно подойти, если ты, предъявляя кому-то какое-то противоречие, ты говоришь о своих эмоциях собственных. Не ты меня обидел, ты мне неприятно сделал. Ты сколько раз я просила тебя, а ты говорил да, но ты никогда не выполнял. Ты очень ненадежный. Нет. Вот это и есть конфликтность, которая создает вот эти вот молнии. Я говорю на бытовом уровне. Здесь именно проявить. Здесь проявить опыт. В чем опыт? Когда ты хочешь человеку другому донести, что тебя что-то не устраивает, всегда говорит только о своих эмоциях. Мне неприятно находиться в этом состоянии. Мне больно было от того, что произошли эти события. Мне некомфортно, когда я попросила, не сделали. Мне некомфортно. Не ты виноват, я тебя просила, ты не сделал. Мне некомфортно от того, что я просила, мне не сделали. Вот здесь опыт, абсолютный опыт. Марс, который энергия молодая, здоровая, сильная, напор делает. И Плутон, энергия опыта, трансформации проходит. Вот кто здесь, вот в этом противостоянии, кто больше себя проявит, кто по Марсу, кто по Плутону, опять зависит от твоего опыта.
в любой ситуации, где бы ты ни был, если ты на работе, у тебя возникает какой-то конфликт, всегда говори о своих эмоциях. Мне тяжело работать в атмосфере, когда не выполняется или торопятся, или в начале месяца ничего не делается, потом очень сильно много работы. Мне от этого никак. Не вы все бездельники, а я за вас всех работаю, а я вам поручил, вы ничего не сделали. Мне некомфортно в таких условиях работать. Или, то есть всегда выясняя отношения. А Марс и Плутон – это выяснение отношений, потому что оппозиция. И выясняя отношения, опыт, включить опыт, то есть говорить о своих собственных эмоциях. Ну вот такой аспект, конечно, больше эта неделя именно все события, которые будут происходить, и энергия вся зависит от тебя, то здесь зависит от твоего опыта. И вообще с 1 по 9 числа аспект оппозиции Марса и Плутона, он будет влиятельный. И он как-то перевесит все. Но и опыт, абсолютно подключить свой опыт. Еще раз и еще раз обратить внимание на ситуацию, которая будет происходить, говорю, на нашем бытовом уровне, но и в мировом масштабе мы услышим. Но тем не менее, ситуация, которая будет проходить на бытовом уровне, включить опыт. А опыт – это всегда продуманность. Это не реакция, это всегда продуманность. Вот этот опыт будет здесь очень важен. Ну, а выбор, конечно, за каждым из вас. Кто что выберет. Кто по Марсу вот эту оппозицию на себя будет тянуть, эту вспышку, которая вот здесь надломится, которая здесь даст трещину, на себя что возьмет. Либо опыт, либо по Марсу действие. Действие, вылить действие. Ну, вот такая неделя. И неделя, так скажем, будет, немножко, да, это в затмение мы попадаем в этот коридор, как-то немножко отсюда пойдет уже, мы будем чувствовать, что вот появляется все что-то новое, другое, то, что мы немножечко себе увидим наперед, что вот как будто за эту неделю ты что-то поймешь, что ты увидишь там впереди, что тебя ждет там впереди. Каждый сам может себе это представить, сам себе это увидеть. Эта неделя покажет. Ну, бесконечно вас всех уважаю. Спасибо всем за лайки, спасибо за подписку, спасибо за комментарии, спасибо за поддержку канала. И до следующих